Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание вещам, какие вещи не стоит подбирать с земли, почему нельзя это делать и какую несут они энергетику. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать больше информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация будет полезна и важна. Итак, какие же вещи не стоит поднимать с земли? Или стоит, но очень-очень аккуратно. Ну, во-первых, не стоит никогда поднимать железные деньги. Металл, он отлично впитывает в себя энергетику. И при этом не только отрицательную, но и положительную тоже. Но вот если железную монетку наделили чем-то хорошим, то, скорее всего, вы можете использовать как талисман. И можете даже этот талисман не выпускать из рук, всегда носить с собой. А вот если наделить этот талисман чем-то плохим, от чего хочется избавиться вполне. И вы тут получаете чужую плохую энергетику. Носите постоянно с собой, и это выдается энергетика обратно уже вам. Поэтому не старайтесь, не спешите никогда поднимать железные деньги. Далее, ни в коем случае нельзя брать украшения из драгоценных металлов. Потому что металлы, как вы уже поняли, обладают достаточно такой сильной энергетикой, и они активно впитывают при этом любую энергетику. Но золото и серебро это еще жестче, еще сильнее. Их используют для самых разных действий, легко, при этом превращая в могущественные артефакты. Бывает даже так, что обручальное, скажем, кольцо выкинули. Для чего? Для того, чтобы изменить свою личную жизнь. И вы подняли, тогда сразу сдайте перекупщикам, в ломбард отнесите в конце концов. Но ни в коем случае не поднимайте такое кольцо. Если решили его поднять для того, чтобы, как говорится, на нем заработать и нажиться, то, по крайней мере, хотя бы не берите руками. Возьмите резиновыми перчатками. На крайний случай возьмите салфеткой, но ни в коем случае руками не поднимайте. Коль, если вам уже сильно так захотелось взять, то обращаем внимание, перчатки лучше, конечно, всего именно резиновые, не из материала, не какие-либо другие, а именно резиновые. Но все равно старайтесь не поднимать чужое. Вот большая-большая рекомендация. Далее handmade. Если вещи сделали своими руками, а потом выкинули, то знайте, что с большой вероятностью это было сделано для того, чтобы избавить дом от отрицательной энергетики. Просто проходите мимо. Порой к такому даже прикасаться энергетически опасно. А такое вы можете увидеть, например, какие-то куколки интересные. Возможно, какие-то зайчики, игрушки, мишки. Не надо поднимать. Особенно все, что связано с хендмейдом. При этом оно может быть достаточно яркое, красивое. И вас оно прямо будет к вам тянуть. Но не нужно брать. Далее. Иголки и булавки ни в коем случае не поднимайте с земли, потому что именно острые металлические предметы вбирают в себя отрицательную энергию. Как правило, их специально выбрасывают на улицу, и даже если у былого владельца это был оберег, то на вас перейдет то, от чего, собственно, оберег и защищал. И не уколитесь такой иголкой ни в коем случае. Это, вы знаете, больше всего люди любят делать, видя, ой, какая-то иголка, мне надо здесь мешает, я ее подниму и пойду закопаю. Да не трогайте это. Вот просто пройдите мимо. Потому что все равно даже буквально, если вы на секундочку дотронетесь до этой иголки или до этой булавки, знаете, вы все равно переберете на себя энергетику этой булавки или этой иголки. Что будет дальше, вопрос остается открытым. Но то, что если в нее было что-то негативное заложено, вы это негативное обязательно получите. Потому что хорошее, как правило, не выбрасывают. Хорошее остается, как правило, с человеком. Далее ключи. С ключами, пожалуйста, тоже будьте осторожны.
потому что, как правило, несчастье, проблемы, боль запираются на ключ, а ключ после этого выбрасывается. И если вы подобрали ключ, то с вероятностью вы теперь откроете чужие проблемы, беды, несчастья, и они придут уже именно к вам, а не к былому хозяину. Поэтому подумайте 10 тысяч раз перед тем, как поднять особенно ключи. При этом ключ, он может быть достаточно красивый, это может быть даже связка ключей, но вы не знаете, какая информация была заложена изначально в этих ключах. Поэтому, пожалуйста, осторожно. Далее, никогда не поднимайте браслеты. Как правило, это тоже обереги, которые попросту разрядились, порвались или, возможно, с руки упали. При этом хозяин, возможно, не заметил свою пропажу, возможно, на первый взгляд. И в таком случае браслет просто для этого человека перестал действовать и был или порван, или упал с руки. И разряженный оберег вам, для вас, как для чужого человека, для этого оберега может быть энергетически очень опасен. Поэтому, пожалуйста, не поднимайте браслеты, какие они не были бы красивые, яркие и интересные. Далее, никогда не трогайте зеркала. Именно в зеркалах отражается все то, что происходило со смотревшими в них людьми. Поэтому никогда не заглядывайте в найденное зеркало. Оно может повториться с вами. Помните о том, что зеркала имеют достаточно сильную энергетику, которую вы можете получить и нести через всю жизнь. Далее, часы. Часы также поднимать не стоит. Часы надеты, побыли на запястье человека, все, контакт с биополем уже остановлен. И надев чужие часы, вы получаете частичку проблем, бед этого человека. Хотя и радостей тоже. Но вот тут уже вопрос, чьи часы вам достались? Счастливчика или неудачника? Впрочем, если их потеряли, значит уже неудачник. А если избавились, да при этом еще и сознательно, так тем более. Далее, не трогайте расчески. Как правило, расчески используют в различных заговорах и в приворотах. Так что подобрать чужую расческу – это вклиниться, значит, в чужую магию. Особенно весело будет, если расческу использовали как часть приворота, и вы полюбите того, не знаю кого, а вполне такое возможно. Поэтому, пожалуйста, не нужно поднимать то, что вы видите вокруг себя. Вы идете по дороге, идите своей дорогой дальше. На то это и ваша дорога. А то, что на вашем пути встречаются какие-то браслеты, часы, иголки, булавки, знаете, это как прохождение каких-то уроков, экзаменов. Насколько вы мелочны и насколько вам это, возможно, нужно. Хотя, возможно, это вам и не нужно, но вот просто ваше любопытство тянется увидеть, что же это такое и что с этим делать. Не нужно, пожалуйста, не поднимайте. Ваше добро – это ваше добро, а чужое – это чужое. Запомните простое правило.